Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ САУ, немецкая, 4 уровня, прокачиваем, проходная ветка, Штук 3Б, Штуг, да, 3Б, вот, вот такая вот прикольная машинка, низкая такая, все прям смотрится, прям огонь, супер какая-то, наверное, бронированная. Это мы сейчас с вами разберем. Вот, сегодня полноценный гайд по Штугу 3Б, вот, разберем все, что она из себя представляет, и уже по сложившейся традиции сразу предлагаю идти смотреть бронирование данной ПТ-САУ. Погнали. Итак, вот наш Штук 3Б. Ой, красный весь теперь, наверное, брони много. Смотрим. Центральная часть НЛД у нас корпуса 50 миллиметров, мало. ВЛД тоже достаточно скромные 62. 44 верхняя планка, сама рубка 50. Люк мехвода 50. Сверху над люком есть вообще вот такая щель в 10. Выше 50. Эта часть 34. Вот маска орудия, да. Маска орудия крепкая. И она большая. То есть попадать в нее достаточно часто смогут. Боковое бронирование у нас 30, но танковать мы эффективно не сможем. Вернее, сможем что-то танковать. Нет, не сможем. Ну, какие-то снаряды сможем, но лучше на ней не танковать. Все-таки это не тяжелый, не средний танк. Забыли про танкование от борта. Спереди у нас, в принципе, только маска. Все остальное на 4-м левеле, в принципе, нормально прошивается. Прям назвать ее штурмовой ПТ САУ язык не поворачивается. Кустовая ПТ САУ. Танк, вернее не так, ПТ САУ поддержки тяжелых либо средних танков. Так, с броней разобрались, только вот эта вот маска орудия, она крепкая. Все остальное полный мусор. Давайте теперь смотреть, а что у нас по основным модулям. По основным модулям нам предлагают 4 пушки. Первые 2 4-го левела. Нас, конечно, интересует либо вот эта пушка. Она у нас 110 альфа, зато хорошее пробитие. 110 на основном снаряде, 158 на голдовом. Заряжается чуть менее 4 секунд. Хорошая точность 0.36, 1,7 секунды время сведения. Но сегодня на обзоре мы будем играть вот на этой пушке. Эта пушка у нас с альфой 350, 64 пробития основным, 104 голдовым снарядом, 53 фугасом. Заряжается 9 секунд. Точности нет, совсем от слова нету. 0.55. ДПМ 2400. И это 4-й левел. Время сведения комфортное 2 секунды. Вот это фугасница, по сути, да. И играйте на ней, конечно, нужно на фугасах и на голдовых снарядах. На ББшках, на обычных, конечно, будет затруднительно с пробитием 64. Сегодня Штук 3, обзор на пушки фугасницы. Так как мы все-таки ПТ САУ, нам нужна топовая рация, хотя бы в 415 метров против 310. Также, чтобы эффективно менять позиции, 440 лошадей на топовом двигателе и на стоковом у нас 320, что нам даст примерно 20% подвижности. Также ПТ САУ важно на месте крутиться быстрее. 40 градусов в секунду поворот на топовой гусенице и 32 на стоковой. То есть выкачав топовые ходовые, вы прям реально ощутите, как она на месте будет бодрее крутиться. По оборудованию здесь все просто. Мы посмотрели с вами броню, брони нет, поэтому говорить, что это штурм ПТ, нет. Поэтому я ее заточил под кустовую ПТ, поставил маск-сеть, поставил стереотрубы, поставил вентилятор. У нас все-таки рубка закрытая, можем поставить вентилятор. Вот, по снарядам. Основной снаряд у нас ББХ, пробитие мы смотрели, голдовый кумулятивный с хорошим пробитием 104, да. Вот летят, правда, снарядики медленно, 376 метров, надо прям выцеливать, и по движущимся целям будет стрелять очень сложно. И у нас, значит, осколочно-фугасные летят со скоростью 470. То есть эта пушка, фугасница чисто, она не про то, чтобы стрелять по подвижным целям в борт с упреждением. С такой скоростью
полета высчитать это упреждение достаточно тяжело. Это все-таки в лоб стреляем, когда на вас идет машина, да, противника, либо когда она стоит. То есть в этом проблема есть, но это все компенсирует альфа в 350. 2 точных выстрела во врага с пробитием вам гарантированно дает 700 урона, что уже неплохо, как для 4-го левела. Вот, если хотите пробивную пушку, ДПМную тоже достаточно, точную, да, то вам нужно ставить другую, не эту. Вот. По снаряжению стандартный комплект: ремка, аптечка, огнетушитель. Можно себе, как я, попробовать позволить поставить доп-паёк в виде шоколада. Экипаж, стандартные 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Почему ремонт? Потому что даже для кустовой ПТ-САУ, если вы, не дай бог, засвечите, очень важно, чтобы как можно быстрее сваливать из зоны засвета за какое-то препятствие, чтобы вас как можно меньше гуслили, и вы быстро чинились. Поэтому все-таки ремонт. Вторым перком всем боевое братство. Далее качаете, как показано в табличке. Вот. Что касаемо орудия. У нас углы вертикальной наводки минус 6 не самые лучшие. Вот, здесь, конечно, небольшой такой минус этой пушки. Вот, по живучести 400 прочность у нас, мобильность у нас 40 вперед, 10 назад, почти 19 лошадей на тонну. Штук 3Б достаточно быстро ездит, комфортно, то есть менять позиции на этой машине можно. Вот, по незаметности, когда будет вкачан на 100% перк незаметности, вот такие вот у вас будут параметры. И это у меня еще с потерями. Вот, потому что, нет, потери здесь не считаются, да, по незаметности, если экипаж не переобучен. Нет, не считается. Вот, 56, почти 57% незаметности у этой машины. Ну, куда больше-то? 57% незаметность на 4-м левеле, хотя эта ПТшка сама по себе незаметна очень. 26 движений. Вот. По обзору у нас 383, у меня штраф минус 30 метров. Так был бы у нас сколько? Правильно, 417 метров. Но я экипаж не переобучил со старших ПТ-САУ, с гриля снял. И не буду это делать, я смогу и с таким экипажем нормально, я думаю, отыграть. Вот, давайте по плюсам и минусам машины. По броне. Ну, условно ее нету. В маску орудия, ну, наверное, вам никто стрелять не будет. Вот. По подвижности плюс, по броне минус. По пушке. Пушка интересная такая. Ну, интересная пушка, на ней покатать. Поубивать врагов голдовыми либо фугасными снарядами. С альфой в 350 такая фановое орудие. Здесь поставим плюс. Вот. По незаметности однозначно плюс. По обзору, ну, скажем так, не топовый здесь обзор, плюс-минус. Вот. По количеству ХП, стандартное количество, здесь ни плюсы, ни минусы мы ставить не будем. Да, пушки не хватает у ВН. Это минусы, это надо учитывать на рельефных картах, чтобы вам дать противнику урон. Куст, если позволяет заехать и от вашего ВН маленького минус 6 сыграть. Да, а если надо выкатываться глубже, это нужно понимать. Вот, ладно, хорош полемикой это заниматься. Погнали в бой, попробуем, пощупаем данную ПТ-САУ боя. Поехали. Господи, студянки, попали мы на нашем 4-м левеле, на нашем стюге против 6-х и 5-х левелов. Да. И вот думаешь, куда ехать, налево в кустик, либо тяжей бахать голдой исток, либо фугасами. Сейчас будет весело. Поехали налево. Так, у нас обзор ПТ-САУ Стуг 3Б. Штуг. Вот. Немецкая ПТ-САУ, проходная прокачиваемая ветка. Так, у нас сюда очень мало машин пошло. М5 Сюр, видели, куда поехал? О, светляк, просто от бога.
Так. Дайте фугасами сначала поработаем. Господи, они все справа. Тут нет никого. Тут реально никого нет. Охренеть, раскаточка. Опа. Попал. Стоямба, дружок. Все, вперед. Заряжаем галдинку. Чтоб больно стукать. Поедем искать 14 ТП, конечно же. Все, отстукались. Тут нам уже делать особо нечего. Враги повсюду. Все. Готов. Отправили к праотцам. У нас уже 500 суммы. У нас такой получился больше атакующий штук. Да. Скорость полет снаряда не даст нам что-то более-менее нормально делать. Есть. Миленько. Враг уже близко. Это мне нравится. Пихнули, пихнули. Враги повсюду. Придется туго. Попался. Будет Ну и всё. больше мишеней. Косарь настреляли, 313 насветили, и того там у нас получилось 1300 суммарного урона, я считаю, неплохо, как для ПТСАУ 4 уровня в атаке, хотя я ее по оборудованию собрал под кустовую, то есть я на ней атаковал, ну и блин, фугасница, вот так вот себя ведет. Хорошая, интересная пушка, конечно, голдозависимая, вот, но на стюге с фугасницей можно, сами видите, творить грязь. Как по мне, ПТшка прикольная. Ну, нравится на самом деле. Можно играть как в кустах, можно даже атаковать, потому что, ну, урон в 350 решает. Вот мы на ПТСАУ в бою против 5 левелов набили вот так вот 3-е место по урону взяли. Вот, ребята. Пишите свои комментарии, как вам данная ПТСАУ,
какое вы используете оборудование. Вот, конечно, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, а мы этой ПТ-САУ ставим 4 с плюсом, потому что не имба, но очень комфортная ПТшка, как по мне, я вообще штугу люблю. Поэтому, ну, хорошая ПТ-САУ. До скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.